Я хочу всех поприветствовать. Это школа, да, музыкальная? Спасибо, Владимир Владимирович, что вы сегодня к нам приехали. Это средняя специальная музыкальная школа Сириуса. И здесь и воспитанники ее, и те, кто на наших профильных программах, и ребята готовились, ждали, хотят вот показать. Сергей Павлович, это вот как раз то, что вы и хотели, да? Это еще даже не начинали показывать. Это самое начало. Давайте Владимир послушаем Владимирович, если можно, для тех, да, кто тогда? здесь будет учиться или уже посмотрел, почувствовал, что это такое. Если можно, ребята некоторые вопросы заготовили. Ну, пожалуйста, чтобы, пожалуйста. Да, вот Михаил Пироженко хотел начать, и мы потом продолжим, Пожалуйста. может быть, уже. Прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Привет. Меня зовут Михаил Пироженко, мне 15 лет, я приехал из Санкт-Петербурга. Я тоже. Вот. Я пианист, так же, как и вся моя семья. О Сириусе я знал от своего старшего брата. Я уже был здесь 2 раза, очень хочу в этом году поехать 3-й раз. И мне здесь всегда очень нравилось то, что я могу общаться не только с музыкантами, как я, а еще и с ребятами из других направлений. И очень интересно, почему вообще в Сириусе существуют именно эти 3 направления: вот спорт, наука и искусство. И как вообще возникла идея о создании Сириуса? Может, вас что-то вдохновляло, какие-нибудь места чем-то похожие на это? Все было более прозаично. Когда закончились Олимпийские игры, встал вопрос о том, что делать с этими, садись, пожалуйста, что делать с этими сооружениями и как это все использовать. Было очень много разных предложений. В конце концов, в голову пришла идея о том, что у нас еще в Советском Союзе, потом и в России, традиционно некоторым направлениям подготовки молодых специалистов уделяется такое особое внимание. И созданы школы подготовки специалистов, начиная еще с достаточно молодого возраста ребят. Специальные, специализированные физико-математические школы, химические школы. Потом у нас уже и биология пошла, биологические школы. То есть специализированные учебные заведения. С этого началась вот идея, вот возникла. Ребят со всей страны собирать здесь на определенное время. Потом решили, что это будет 20 с небольшим дней. 24. Да, со всей страны. Но, а потом я подумал, а почему только естественные дисциплины? У нас есть специализированные музыкальные школы при консерваториях. У нас есть несколько мирового класса, может быть, даже не только мирового, выше мирового класса хореографических училищ, которые готовят артистов балета. Мы сразу же расширили с первых шагов направление деятельности Сириуса. Вот так и возникло само по себе как-то. А потом я уже говорил об этом, о том, что как само название пришло в голову, попросил назвать мне моих помощников самую яркую звезду на небосклоне. Сказали Сириус. Ну, поскольку сюда должны ехать одаренные молодые люди, одаренные дети, подростки. Так возникло само название Сириус. Вот то, что вы здесь видите, то, что я сейчас посмотрю, это производная от первоначальных идей. Это уже развитие самого Сириуса, вот создание этой школы, а рядышком еще и концертного зала. Надеюсь, что это все соответствует лучшим мировым стандартам, а в чем-то даже их превосходит. И в этом и заключалась идея олимпийского наследия, чтобы оно служило нашей стране, служило людям наилучшим образом. В целом, считаю, что эта цель достигнута, нужно только идти дальше, развивать Сириус. Вот создание такой музыкальной школы, где мы сейчас находимся, это движение в этом направлении. Надеюсь, у вас здесь все будет получаться, вам будет нравиться, это будет способствовать раскрытию таланта. Место хорошее, педагоги замечательные. Вот. Ну и, надеюсь, и звук, там где-то Toyota тоже работала над этим. Вот. Звучание, потому что звучание в таких помещениях, это очень важно. Это как музыкальный инструмент, как вот Сергей Павлович говорит. Да? Да, Сергей Павлович мне всем подсказывает, что здесь можно сказать такого существенного в этом деле.
звучание в зале — это тоже как музыкальный инструмент. Это должно соответствовать тому, что здесь происходит. Вот надеюсь, что здесь вот так и будет. Так же, как и в концертном зале. Мы сходим туда, посмотрим, да? Или нет? В этот раз нет, но он почти уже готов, практически готов. И мы вас уже с ребятами официально Хорошо. приглашаем в октябре на его открытие. Очень рады. Внешне красиво, очень надеюсь, что и внутри все будет соответствовать тем целям и задачам, которые мы перед собой ставим. Ну, и если можно, у нас музыканты вперед, с учетом того, что это музыкальная школа, хотя тут есть ребята со всех направлений. Ребята, музыканты, Пожалуйста, кто пожалуйста. еще хотел бы задать вопрос, поднимайте. Ради Бога, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Малахова Дарья, мне 16 лет, и я приехала из города Архангельск. В Сириусе я уже второй раз по направлению музыкально-исполнительское искусство. С самого детства я была погружена в мир творчества, и музыка меня окружала везде и всюду. И в 3 года я уже пошла в музыкальную школу, а в 6 лет в художественную. Сейчас я продолжаю развиваться в этом направлении, и, конечно, Сириус мне очень помогает. Я хотела бы спросить у вас, потому что я знаю, что с самого детства вы занимались фортепиано и осваивали этот инструмент. И скажите, пожалуйста, удается ли вам играть на этом инструменте, если у вас появляется такая возможность? Какую роль вы уделяете музыке в повседневной жизни, несмотря на такой трудный график работы? И считаете ли вы, что музыка — это действительно важно, и как она повлияла на формирование вашей личности? Ну, во-первых, я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. И сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает. Музыка, так же, как и живопись, это, если это является частью нашей жизни с детства, то оно формирует человека, формирует личность, формирует мировоззрение, отношение к окружающему миру и к себе. Музыка ведь это гармония. А вот гармония – это то, что присутствие в человеке делает его счастливым в конечном итоге. Поэтому, конечно, вы знаете, я жил в простой семье совсем. Она далека была от музыки, от искусства. Это рабочая семья. Но как-то так получилось, что где-то в старших классах школы я начал посещать концертные залы, филармонию в Петербурге. Благо, есть куда сходить, чтобы послушать хорошую музыку. Вот. А потом постепенно, чаще и чаще. Ведь это тоже искусство. Чувствовать искусство, чувствовать музыку, понимать ее, как-то настраиваться на эту волну. Это бессознательная вещь. Это не такая уж рациональная, а может совсем не рациональная. Умение получать удовольствие от того, что ты видишь и слышишь, от живописи, либо от музыки, оно тоже должно воспитываться. И у меня не было таким вот воспитанием, как у вас, музыкальная школа и так далее. Но Петербург давал такую возможность. И, слава Богу, я этим воспользовался. Поэтому вот постепенно. Потом мы дружили с Сергеем Павловичем. Он меня начал приглашать на всякие мероприятия, на концерты и так далее. Я потом и без него их посещал. И мне думается, что вот чувство музыки или чувство балета, чувство живописи, оно постепенно воспитывало во мне то, что, конечно, мне по жизни всегда было нужно, поддерживало, формировало отношение к тем или другим событиям, к тем или другим людям. И считаю, что это очень важно, как элемент воспитания любого человека. И мы всячески будем это поддерживать. Так же, как делаем это вот здесь и сейчас. Спасибо за ответ. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Цуканова Анна, мне 17 лет, и я приехала из города Барнаул. Я обучаюсь на программе «Музыкально-исполнительское искусство». Я играю на фортепиано уже на протяжении 12 лет и стремлюсь к тому, чтобы стать профессиональным музыкантом.
Я понимаю, что для этого нужно очень много работать и совершенствоваться, и вот Сириус очень мне в этом помогает. Я здесь уже в 4-й раз и в последний, и каждый из этих разов дает просто мощнейший импульс в профессиональном росте и дает энергию и вдохновение. Но также я понимаю, что музыканты важны не только профессиональные навыки, но и личностные качества. И одним из таких качеств, наверное, является лидерство, чтобы вести за собой оркестр, играть в ансамбле и вот такое. Вы, как президент, для меня являетесь человеком с наиболее развитыми лидерскими качествами. Я бы хотела у вас спросить, есть ли какие-то способы, чтобы их развивать? Как вы считаете, лидерство дается нам с рождения или его можно приобрести в процессе воспитания, получения опыта? И развивали ли вы специально в себе эти качества, или они как бы всегда с вами были? Спасибо. Врожденные качества или нет, это трудно сказать, это генетики должны определить. Но, наверное, конечно, талант в значительной степени передается по наследству. Но есть вещи, которые, даже если есть врожденный талант, без труда, без вложения сил, вряд ли дадут возможность проявить себя так ярко, как, скажем, было у Моцарта. Да? Ну, известно, что происходило в его семье. Да? Его практически мучили, да, этими занятиями. Но очень много других примеров подобного рода, когда там ребенок падал в обморок, и больше того, значит, мама считала, что он умер, а потом он приходил в себя и продолжал занятия музыкой. Вот такое невероятное трудолюбие, конечно, оно сопровождает успех. В том числе и для очень одаренных или даже для гениальных людей. Поэтому, как сказать, что важнее здесь? Трудолюбие, работа над собой или врожденные качества? Для максимального результата, для максимального эффекта нужно, наверное, сочетание и того, и другого. И надо, конечно, над этим работать, а конечно, так просто само по себе успех с неба не свалится. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я ученица 6 класса средней специальной музыкальной школы «Сириус». Меня зовут Чечеленко Вера, и мне 13 лет. В детстве я очень любила летать на самолетах и хотела быть стюардессой. Но потом в моей жизни появился спорт, и я мечтала стать мастером спорта по художественной гимнастике. В 7 лет я поступила в музыкальную школу по классу виолончель. И моя мечта сейчас стать профессиональным музыкантом. А о чем вы мечтали в детстве? В 5, 10, 15 лет? И о чем мечтаете сейчас? В 5-10 лет, чем я увлекался, о чем мечтал, сейчас не хочу тебе ничего придумывать. Мне сейчас трудновато вспомнить, что было в 5 лет. Так, смутно, определенные вещи помню, как ни странно. Вот. Но о чем мечтал, здесь вообще надо. Все зависит от обстановки, зависит от нашего уровня развития, восприятия окружающего мира, от тех людей, которые тебя окружают. Оттуда, от искусства, кстати сказать, да? Тоже от музыки, от возможности посещать музеи, возникают образы, возникают какие-то цели, формируются предпочтения. Чем больше вот этого позитивного внешнего влияния, тем ярче и конкретнее становятся наши планы и наши мечты. Их наверняка у меня тоже были свои. Ну, когда стал повзрослее, когда выбирал профессию, здесь по-разному все складывалось, я уже говорил об этом неоднократно. Но мальчики это часто выбирают. То летчиком хотел быть, то моряком, то еще такие героические профессии выбирал. Но постепенно
формировался как личность, как человек. И меня, конечно, очень привлекало то, как действуют люди, как живут люди, посвящающие свою жизнь своей стране. Вот отсюда возникло желание работать в органах внешней разведки, и дальше все так пошло и пришло к тому, чем я сегодня занимаюсь. И я очень бы хотел, чтобы у тебя, у твоих сверстников вот так же складывалась жизнь, чтобы вы в конечном итоге выбирали то дело, которому вы готовы посвятить свою жизнь. И тогда и жизнь будет интересной, и результатов вы будете добиваться максимальных в том деле, которому эту жизнь будете посвящать. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Бригадзе Петр, мне 12 лет. Я музыкант, и я играю на флейте. Я учусь в этой средней специальной музыкальной школе. Сюда я переехал еще в прошлом году, и сейчас живу отдельно от родителей. Я, конечно, скучаю, и каждый день с ними общаюсь. А что для вас значила семья в ваши школьные годы? Может быть, есть такие эпизоды из вашего детства, связанные с вашими родителями, которые вы помните всю жизнь? Может, расскажете, если не секрет? Ну, я уже много раз об этом говорил, честно говоря, не хочется повторяться, но были, конечно, эпизоды, которые у меня так ярко до сих пор в моем сознании присутствуют. И когда я был вот примерно такого возраста, как ты, и чуть постарше, и знаете, что самое главное? И вот что любопытно было для меня, и что, видимо, и на мой характер повлияло на формирование меня как человека, мои родители всегда при решении каких-то вопросов семейного быта, при решении каких-то вопросов, связанных с моим будущим, вот хочу это подчеркнуть, всегда делали выбор в мою пользу. И вот это у меня твердо сидит в сознании. Это такая благодарность моим родителям за то, что они так ко мне относились, с такой любовью. Вот в этом и проявляется любовь, а не только в чмоканье, в обнимашках и целовашках. Хотя это тоже важно, это тоже имеет значение. Но в целом я видел, даже, знаешь, когда вот я принимал решение о том, где учиться, какой вуз выбрать и так далее, родители хотели одного, потому что так было проще, имея в виду, что я спортом занимался, и некоторые высшие учебные заведения готовы были взять меня вообще практически без экзаменов. Ну и тренер мой так, как бы семью подталкивал к этому из лучших побуждений. И так было проще. Но я сделал свой выбор, который выглядел достаточно сложным на тот момент времени. И когда родители увидели, что это мой выбор, вот я до сих пор это помню, они отнеслись к этому с большим уважением. И в конечном итоге не стали мне мешать, наоборот, поддержали. И вот так было всегда. По всем вопросам. Они всегда делали выбор в мою пользу. Я никогда этого не забуду и всегда буду им за это благодарен. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Меня зовут Кузбекова Асель, мне 12 лет. Я ученица 6 класса этой средней специальной музыкальной школы. Играю на скрипке. Мое самое заветное желание – научиться играть на скрипке так же, как мой любимый скрипач Павел Милюков. А если бы вы поймали золотую рыбку, то какое загадали желание? Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку бы отпустил просто. На свободу. И не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполняла мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их. Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сахаров Даниил, и я приехал из города Екатеринбурга. Мне 17 лет. В родном городе я заканчиваю второй курс Свердловского художественного училища. С детства меня привлекала природа и все, что она создает в этом мире. И в будущем я хотел бы стать художником, который показывал бы людям их истинное, настоящее начало, которое не отнять с рождения у каждого человека. Я считаю, что это могло бы улучшить жизнь и мировоззрение будущих поколений. Для меня, как и для всех будущих художников, важно, чтобы их творчество откликалось в душе зрителя и несло мысль, которая могла бы помочь улучшить жизнь и мировоззрение будущих поколений. И для вас такой вопрос, Владимир Владимирович. Как, по вашему мнению, какие ценности должны транслировать современные художники? И какими качествами должен обладать современный художник для того, чтобы общество его услышало? Спасибо. Ценность библейская, она одна. Самое главное — любовь. Любовь к тому, что ты делаешь, любовь к окружающему миру, к людям, которые тебя окружают. И, ну, не знаю, вам виднее, вы будущий профессиональный художник, насколько я понимаю, поэтому вы уже должны сами чувствовать, что вами двигает, что вы хотите донести до ваших зрителей. Это чрезвычайно важно, ведь не просто, я так понимаю, не просто нужно и важно красиво что-то изобразить, а важно донести до людей свое мнение о том, как ты относишься к тому, что ты изображаешь, к природе, к человеку, ну, к чему угодно. Ведь фотография тоже, ведь, кстати, фотография тоже творчество, но тем не менее она отображает что-то, вот реальный предмет. А художник, ну, все-таки он свое видение прежде всего хочет донести до зрителя, до другого человека. И здесь важно даже не тот предмет, который изображен, а отношение человека, который изображает этот предмет, либо природу, либо даже натюрморт. И в этом тоже отношение художника к тому, что он делает. Важен сам художник, его отношение к миру. Вот в этом, мне кажется, есть суть. И это не просто сделать, я так понимаю. Важно и иметь талант к тому, чтобы изобразить, но еще важнее смочь донести, быть в состоянии донести до зрителя свое отношение к тому, что вы изображаете. Это самое главное, самое сложное, но самое дорогое.